Привет, ребята, меня зовут Маша, и сегодня мы сделаем с вами некое ревью шотов на Dribbble. Мы будем делать ревью в основном продукт-шотов, разберем какие-то самые частые ошибки, которые совершают дизайнеры, и как можно избежать этих ошибок. Так, давайте же перейдем. Я собрала несколько шотиков. Давайте разберем, какие же ошибки совершают многие дизайнеры. Первая ошибка и самая частая, которая присутствует во многих работах, это плохая контрастность. Как вы видите на этом шоте, здесь почти не видно дивайдеров. Если увеличить контрастность, это прям очень сильно помогло бы этому шоту. Контрастность дивайдеров, обводочек и также контрастность самого бэкграунда, вот этого серого. Так как на этом сером бэкграунде, если честно, не сильно виден этот белый цвет, то есть края этого белого размываются. Я бы вам советовала, когда вы делаете шотик, просто рядышком копировать фрейм и пробовать разную контрастность, либо, возможно, пользоваться плагином. Очень много есть таких плагинов, которые показывают вам, насколько контрастен ваш дизайн, да. Это тоже очень помогает. Такой момент присутствует у многих, например, в этом шотике. Тоже не сильно контрастная плашка, ее прям почти не видно, она как будто уже часть фона, часть команды. Размывается сильно с фоном, и даже вот эта тенюшка, как я понимаю, которая здесь есть, она не помогает ее разделить с фоном. И тут еще такой момент возникает, что насколько вообще нужна эта плашка здесь. Если здесь контент, только этот контент, да, больше никакого контента не будет, то, в принципе, здесь не нужна эта плашка. Если здесь будет еще дополнительная какая-то плашка, ты там скроллишь, я не знаю, или которая будет появляться, то, возможно, окей. Но, в принципе, если это какая-то пошаговка, это один из шагов, то, в принципе, здесь не нужна эта плашка. Ее можно убрать, и таким образом у нас появится больше места, визуально добавится больше воздуха, и контент будет проще восприниматься. Также вы должны понимать, что плашки мы добавляем только когда мы хотим разделить какую-то информацию, либо когда мы хотим ее дополнительно как-то сгруппировать, да, то есть, например, здесь у нас мы добавляем этот контент в плашки, чтобы дополнительно сгруппировать контент внутри плашек, да, и разделить одну плашку от другой, да, чтобы было понятно, что это несколько разных плашек. Разный контент, который включает в себя некие некоторые параметры. Вот. Поэтому если у вас вот такой вот вид, когда у вас контент является единым, да, то есть кроме него больше никакого контента не будет, который нужно разделить как-то, то плашку мы тогда можем не использовать. Также мы посмотрим вот этот шотик. Тут тоже проблемы с контрастностью дивайдеров. Поэтому старайтесь не сильно убирать. Если вы делаете, часто такое бывает, что дизайнеры берут черный цвет и убирают его в opacity. Так вот, меньше 15 не убирайте. Пятнадцатый, как видите, здесь прям хорошо смотрится. Десятка бы, вот, наверное, это даже меньше десятки, либо десятка, потому что может быть не сильно четкий вид картинки. Но вот, меньше 15 не убирайте, если вы используете такой метод. Либо старайтесь, если вы используете точное сочетание там серого, да, четкое, то не сильно уходить в более такой светлый тон. Старайтесь вот чуть больше. Пусть лучше эти линии будут более видны, чем их вообще не будет видно. Вот. То же самое и с бэкграундом. Старайтесь сделать его более контрастным, потому что, например, если у вас есть такой светлый бэкграунд, есть какие-то мелкие элементы, то этот светлый бэкграунд на мелких элементах, он не будет контрастный. То есть мы вот если увеличим, то мы не увидим здесь этого кругляша, его не видно, он не контрастный. Нужно добавлять чуть больше контрастности, чтобы было четкое очертание объекта.
Вот, поэтому, пожалуйста, используйте больше контраста в ваших работах. Вторая ошибка, которую многие совершают, это использование большого количества цветных пятен, да, в дашборде, когда у нас все нужно покрасить, все хотится больше яркости. Дашборды, да, они зачастую такие более не сильно яркие, зачастую в реальных проектах. И на дрибле тебе хочется попробовать покрутить цвет, хочется добавить чуть больше яркости, сделать его таким цветным, интересным, игривым и тому подобное. Но зачастую это работает в обратную сторону, и, как можете здесь увидеть, не в лучшую. То есть здесь смещаются акценты, здесь добавляется еще больше шума из-за такого количества цвета. И пользователю будет, например, тяжело ориентироваться, да, то есть, в принципе, оно не очень хорошо смотрится, когда так большое количество использования цветов. Вот, у нас смещаются эти акценты основные. То есть здесь можно было бы хорошо почистить, уменьшить вот этот шум цветовой, и шот был бы более, скажем так, профессионально, что ли, сделан. Даже не то, что профессионально, не хочу никого обидеть, то есть хороший шот тоже, но если почистить цвета, был бы еще намного лучше и круче. Поэтому можно здесь, например, использовать серый цвет для этих зеленых плашечек, то есть нет смысла делать тут все зеленым. Давайте попробуем сделать там серые плашечки, возможно, вот эти вот иконочки тоже попробовать, градацию серого, да, может быть, чуть светлее, чуть темнее, либо вообще белый. То есть попробовать как-то объединить какие-то паттерны, которые вы используете на этом дашборде. То есть у вас серая полоска, белые плашечки. Эти белые плашечки можно использовать и здесь, то есть тоже сделать серый фон, сделать на них белые такие иконочки и там белый бэкграунд иконочки и черную иконочку, да, и оно уже сразу немножко уберет количество цвета, станет менее шумным визуально. Вот. Также есть момент, что можно, например, здесь убрать это цветное пятно, сделать тоже вот такой эффект с белой плашкой. Пам-пам-пам. Например, как у нас мы иногда такое используем. Так, это не в этих шотах, наверное, было. Но когда, например, давайте этот шот возьмем. Когда у нас, например, есть, мы хотим уменьшить, да, контраст. То есть здесь, если посмотреть на этот шот, мы не используем так много черного цвета, да, то есть он где-то по минимуму используется. И где-то по минимуму используются дополнительные вот эти вот палитры цветов. Можно здесь, например, тоже было бы убрать этот черный, попробовать сделать белый, да, но тогда у нас бы тут получалось слишком много вкраплений белого цвета. Можно было бы попробовать как-то по-другому выделить эту активную плашечку. Но в данный момент получился самый такой нормальный вид, это когда мы выделяем именно сам номер странички, да, то есть у нас и так тут мало таких вот акцентных пятен, и в принципе добавление сюда акцентного пятна не сыграет там плохую какую-то роль. Поэтому в таком формате можно, да, там добавить. В этом же формате у нас получается здесь акцентная эта плашка, здесь акцентная, здесь акцентная, здесь у нас тоже этот акцент используется, тут у нас используется этот акцент, и тут у нас все такое цветное. Вот. Если немножко приглушить эти акценты, то выйдет очень хорошо. То есть, возможно, где-то использовать белые плашки, возможно, где-то использовать просто дивайдеры, и тогда сам шот станет немножко более чище визуально. Пам-пам-пам. Давайте, наверное, разберем, наверное, даже еще на этом варианте пример, да, например, здесь мы уже убирали такой сильный акцент с активной странички, так как у нас тут и так много акцентов, да, то есть у нас есть акцент на покупку биткоина, есть дополнительный такой же вверху акцент, если бы мы сюда еще добавили акцент, оно бы сразу смотрелось бы too much, то есть, да, уже тяжело смотрится. Поэтому мы, например, в этом формате мы убрали здесь этот акцент и сделали выделение именно серым цветом. Как видите, у нас тут не так много серых плашек, поэтому это позволяло сделать в этом формате. Также мы этот акцент использовали
точечно, то есть не везде. То есть где-то в графиках, где-то в точно какую-то акцентировать иконку, и, в принципе, можно было, например, здесь не использовать акцент, можно было бы использовать черную, да, то есть сильно погрешности бы не было визуально. Также такой же момент присутствует и на этом шоте, да, когда у нас тоже вроде точечно используется, но все равно из-за того, что у нас очень много различных других цветных пятен, оно смотрится немножко тумач. Возможно, было бы классно убрать какие-то цветовые акценты и немножко приглушить их. Также на этом шоте мы тоже видим проблему с контрастностью, да, то есть можно спокойно было бы увеличить контрастность этого текста. Также заметила этот момент, то, что тут немножко странно смотрится, две цифры одновременно, не очень понятно, за что они отвечают, почему здесь 12, почему здесь 8. Вот. Если вы делаете просто для дриблшота, то, в принципе, тяжело объяснить дизайнерам, почему здесь 12, почему тут 12, почему тут 8, потому что дизайнеры, они там не юзают этот дашборд, да. Если бы вы делали это как реальный проект, то, в принципе, для пользователя вы могли сделать какой-то там онбординг, сделать какие-то тултипики, которые говорили, что это 12 отвечает там за что-то, а эта 8 отвечает за то-то. Да, но все равно когда дизайнер видит первым взглядом, он немножко смотрит на это с недоумением. Вот, поэтому было бы хорошо, возможно, избегать таких моментов. Вот. И тут также, если мы посмотрим на большие элементы цветные, они хорошо контрастируют. И то фиолетовым, мне кажется, не сильно можно немножко подкрутить еще. А вот как раз такие те же самые цвета, да, тот же самый цвет в более мелком формате, он уже прям плохо виден. Тут, в принципе, и контент не сильно прочитывается. Давайте так сделаем. Тут, в принципе, контент не сильно прочитывается. И, возможно, стоило бы даже убрать, если его тяжело прочитать, если он здесь не сильно нужен, то, может быть, его стоило бы убрать и сделать, если хотели как-то цветовое там разделение сделать, возможно, как-то по-другому. Возможно, просто какой-то кругляш, да, цветовой. Потому что так тяжело просканировать, да, вот эти вот элементы, что он слишком мелким. И фон становится не сильно контрастным. Вот, по контрасту прям это частая такая боль. Кстати, 2 дашборда. Один нашла в недавних, один это одного из дизайнеров. Возможно, потом напишу, какого дизайнера. Сейчас я скажу, я смотрела работы. Вот, да. То дизайнера у него прикольные работы. Это одна из его работ, тоже довольно-таки неплохая, интересная, хорошая. Вот. И это, скажем так, плагиат, который сделали на эту работу. Это тот момент, когда очень сильно вдохновились. Вот. И тут прям можно сравнить эти 2 работы и посмотреть, почему эта работа смотрится не очень хорошо, а это выигрывает на фоне этой, да. Контрастность. Даже момент с контрастностью. Как вы видите, здесь почему-то используется в табличке такой сероватый цвет. Почему не черный? Почему табличка, скорее всего, будет пользоваться часто. Табличка будет пользоваться. И контент должен хорошо считываться. Поэтому контент таблицы мы обычно делаем контрастным, да, то есть берем его просто черным цветом, без прозрачности, без ухода в какую-то серость. Если это какой-то вторичный контент, и вам нужно немножко разгрузить таблицу, то мы можем уйти тогда в какой-то серый цвет, да, но не использовать этот серый во всем контенте на таблице, да, во всем тексте на таблице, потому что смотрится это не очень хорошо. Также мы можем посмотреть по этому примеру, что очень классно и во многих таблицах такое используется, когда мы выделяем какой-то контент, например, первый, да, по которому будет считываться информация, делаем его более жирным начертанием.
да, выделяем его среди всего остального контента. Это помогает пользователю быстрее найти информацию, которую ему нужно, потому что он, в принципе, будет ориентироваться, скорее всего, по левой части, по наименованию, и эта часть должна быть чуть-чуть более контрастная, чуть более жирная, чем весь остальной контент. И это еще добавляет какое-то разнообразие немножко таблицы. Дальше вы можете посмотреть на статусы. И почему здесь статусы, например, сделаны просто фоновым цветом, более ярким, и более темным цветом текста, а здесь у нас обводочки. Обводки в статусах, в тегах, они как будто добавляют еще немножко шума. То есть вроде бы вы попытались убрать шум уменьшением количества насыщенности цвета, но при этом вы добавили шум, используя обводку. То есть здесь, если убрать эту обводку, да, и попробовать заюзать более просто темный там цвет, будет более чище смотреться визуал. То же самое и, в принципе, по аватаркам. Если это трипловский шот, я не советовала бы использовать такое количество там ярких цветов в аватарках. Приглушайте, потому что они прям добавляют сильной яркости. Если вам нужна эта яркость, то да, можно использовать. Если у вас и так много каких-то цветовых пятен, то лучше уменьшайте этот цветовой шум. То есть здесь вы можете тоже видеть, что используются такие более нейтральные цвета. Это даже не цвет, это фото, да, с светлым бэкграундом. Если посмотреть, в принципе, на... Тут немного работ. Давайте на наш посмотрим. Если вы посмотрите на этот шот, то вы видите, что здесь в аватарках мы тоже немножко приглушаем цвет. То есть даже в этом, да, мы стараемся немножко более приглушить, чтобы аватарки сильно на себя внимание тоже не отвлекали, потому что у нас тоже используется очень много таких вот цветовых пятен, хотя не везде цвет приглушается, как вы видите. То есть где-то по минимуму немножко уменьшить. То есть если бы, возможно, здесь были 3 такие цветные, или вообще все были такие сильно цветные аватарки, было бы немножко тяжеловато бы смотрелось. Например, можно их вообще делать сероватыми. Тоже прикольный паттерн, если вам нужно уменьшить количество цвета. Сделать более таким минималистичный вид. Вот. Такой же прием, в принципе, часто применяем. Так. Есть еще момент по размерности, который часто присутствует у многих дизайнеров. Это, например, когда у нас видно, что размер текста сильно большой, и он не вписывается в этот дашборд, да. То есть, если мы посмотрим вот этот шот, это тоже с недавних шотов опубликованных, мы видим, что здесь этот сайдбар, он как будто не является частью этого дашборда, потому что он очень сильно отличается размерностью. Вообще для сайдбара лучше использовать, вот для текста использовать там 16, 14, иногда 15 используют. Так, какой это у нас? Давай, 14. Он шикарно смотрится. Так, не смотрим на слои, это не отполишованные шоты, поэтому на слои не смотрим, пожалуйста. Так вот, используется 14, 16, и он максимально классно смотрится. Вообще у нас для дашбордов зачастую используется 14, 16, это как боди. Для дашборда вы можете спокойно использовать эти размерности и добавлять еще виды начертаний. То есть, в принципе, старайтесь, если вы начинающий дизайнер, не использовать большое количество разных размерностей и разных начертаний. Сделайте для себя правило, что вы, например, используете 14, 16, и под каждый из размерностей вы используете 2 начертания. Это regular и, например, там medium или bold. Да? Я зачастую рекомендую использовать через одно начертание. То есть, если мы используем regular, то используйте дальше bold, потому что так лучше видно контрастность между этими двумя элементами. Вот. Если там нужно будет делать какое-то выделение в тексте, то, например, если вы выделите сами bold, это выделение будет более четко видно, чем если вы выделите medium, да, то есть немножко иерархия едет. Но иногда можно использовать и medium, если это хорошо.
хорошо у вас смотрится. То есть здесь, в принципе, medium смотрелся хорошо, поэтому мы используем medium и regular. Поэтому правило. Используем 14 и 16 для боди. Используем начитание regular зачастую. И либо на одно выше, либо там medium. Вот. Все зависит еще и, конечно же, от семестра шрифтов, потому что некоторые бывают более тонкими, некоторые более толстыми, и поэтому вы можете использовать либо там не regular, а, например, от medium. Вот. Но было бы классно, если бы вы себе задавали некие правила, с которыми вы бы в дальнейшем, вам было бы проще работать. Когда уже немножко вы, скажем так, набьете руку, вы потом сможете эти правила нарушать. Вот. Делать какие-то более интересные решения. Но вначале лучше сделать себе некие правила. То же самое по размерности, например, сайдбаров. Здесь, в принципе, где-то я здесь видела какой-то вариантик, вот, да. Тут, например, в этом варианте какой-то прям гигантский сайдбар. То есть вот эта вот боди-часть, она как будто урезанная, максимально ужатая, но зато сайдбар гигантский. Это не совсем правильно. То есть здесь нет смысла делать такой большой сайдбар. Его можно сделать чуть меньше. Вообще желательно от 280, там где-то тут, да. То есть у вас может быть сайдбар где-то там 280, может быть меньше, 240. Может быть чуть больше, в зависимости от того, еще какое у вас разрешение экрана. Зачастую мы для шотов используем, в принципе, стандартное, это 1600 на 1200, и внутри у нас размерность по высоте у нас иногда меняется, да, в зависимости еще от контента, можем уменьшить, чуть увеличить, но, в принципе, размер экрана для дашбордов, которые отрисовываем, это вот десктопная 1440 на 1024. Конечно же, в реале у вас, возможно, не будет 1024, возможно, экран будет чуть меньше. Вот, из-за того, что у нас там вверху есть наши вкладочки Google или тому подобное. Ну, есть разные моменты. Но, в принципе, такой размерчик отлично можно юзать. Вот, можете чуть больше, чуть меньше делать, в зависимости от того, какой вы хотите показать контент. И просто идет выравнивание по середине. Можно добавить небольшую тенюшку под наш фрейм, чтобы сделать небольшой такой, знаете, полет, скажем, немножко разделить его от бэкграунда. Можно убрать эту тенюшку и сделать более такой флатовский вид, но тогда я бы советовала вам делать немножко более контрастный бэкграунд. Да? И бэкграунд, возможно, лучше вам начинать делать изначально не цветные, яркие, а все-таки уходя из серого оттенка. Так зачастую, в принципе, многие ребята используют, да, даже которые там зачастую в топ входят, используют более такие сероватые оттенки, на них лучше всего смотрится дизайн. Яркие тоже можно, но тут, видите, есть хорошая такая вот, скажем, макап скорее хороший. Вот. Но яркие тоже можно, но я бы вам советовала изначально начинать там с более таких вот серых оттенков. А потом, когда я уже говорю, как я говорила, вы набьете руку, вы можете немножко делать более какие-то цветные, яркие, интересные решения. Вот. Так вот, для сайдбара мы используем примерно 280, это зачастую так и на реальных проектах. И используем остальную часть у нас для боди-текста. Для боди-текста вы можете себе создать какие-то тоже правила использования сетки. Например, что отступы у вас там будут, я уже не помню, какие я задала, 48, 4 колонки и 24 между колонками. Все в зависимости от того, какой у вас здесь будет контент. Да, сколько у вас здесь будет, например, боксов. Может быть, у вас будет такой более карточный вид, статистика, да. Тогда эта сетка прям отличная. Если у вас будет там 3 карточки, можно попробовать по другую сетку. Ну, в принципе, мне кажется, больше 4 столбиков сетки не нужно. Самая такая удобная, комфортная. Советую использовать вот марджины вот эти вот от 48. Тогда
контенту добавляется какого-то воздуха, и контент смотрится более, я не знаю даже как сказать, более легким. Вот. Ну, от 48 смотрится отлично, потому что если меньше 48, то контент, он как будто врезается в край, и как будто вы зажимаете контент. Вот, поэтому от 48, 56 еще можно использовать, тоже отлично. Тоже. Итак, вернемся к нашим шотам. Итак, мы подытожим. Первая частая ошибка — это контрастность, вторая — это использование слишком большого цветовых, слишком частое использование цвета, цветовых пятен, из-за чего добавляется такой шум. Третий момент — это размерность, да, когда у нас немножко непропорциональная размерность, например, того же сайдбара к основному контенту. Мы делаем сайдбар слишком широким, а контент как будто мы сильно зажимаем. С этим нужно тоже работать. Вот. И по отступам, да, то есть по отступам внутри тоже мы зажимаем как будто контент, но при этом вот внешние и внутренние они не сильно сочетаются, это зачастую плохо смотрится. Здесь, например, этим плашкам было бы хорошо дать чуть больше воздуха, и они смотрелись бы намного лучше, они не смотрелись бы так шумно. То есть таким образом, когда мы добавляем чуть больше воздуха, мы уменьшаем тот же шум, мы даем больше пространства, из-за этого дизайн смотрится более правильным, что ли, более четким. Вот, поэтому давайте чуть-чуть больше воздуха. Обычно для таких плашек это может быть от 32 пикселей. Это если вам нужны какие-то правила для начала, да, то есть я не знаю, сколько нужно давать, а как это больше воздуха, а как меньше воздуха. Давайте примерно там от 32 пикселей, например. Если разобрать вот эти вот плашечки, да, вот тут сколько, 48 даже, да. Ну, тут все зависит от того, насколько у вас подходит там размерность, например, у вас может быть меньше плашечка, да, если у вас меньше плашечка, вы можете спокойно использовать меньшая там размерность шрифта, тут, кажется, 24 или 32, тут, кажется, вот, и меньше отступ, то есть можно пробовать и 40-й, 32-й, но 24-й, возможно, будет уже слишком мелковатый, да, для такой плашечки, а вот добавление, вот тут прям нужно чуть-чуть больше, наверное, воздуха добавить. И оно бы смотрелось хорошо. Возможно, даже от плашек вот этот, да, отступ сделать чуть больше. Тогда оно бы смотрелось хорошо, потому что размерность немножко не соответствует. То же самое с хедером. Его спокойно можно сделать меньше. Он здесь довольно большой. Такой большой хедер, он прям... Во-первых, он занимает место в дашбордах, да, когда у нас стараемся подать максимум информации на экран. Такой хедер, он как будто занимает дополнительно место, и он не должен занимать так много места. То есть можно спокойно урезать высоту хедера, и оно у вас будет все такое более компактное, более красивое, более четенькое. Да, если мы посмотрим. Тут, кстати, довольно-таки тоже большой хедер, но смотрится неплохо. Но, мне кажется, можно было бы его немножечко уменьшить. Вот, но он не спрячет. Короче, он не конфликтует с нижними элементами. То есть, как вы видите, вот этот нижний элемент, он тоже довольно-таки большой, он не сильно мелкий, поэтому нет какого-то конфликта. Вот, то же самое, например, и здесь. Здесь хедер, вы можете видеть, он чуть больше, потому что у нас есть контент, который увеличивает этот хедер, да, то есть здесь можно подумать, как немножко по-другому реализовать, чтобы уменьшить хедер, но, в принципе, тут неплохо реализовано. Так, что у нас по времени? Вообще, я бы вам советовала, когда вы собираете рефы, ориентироваться на каких-то вот топовых ребят. Потому что, когда вы собираете рефы, часто вот это некоторые рефы наших ребят, и они смотрят на эти рефы, и им кажется, что здесь все хорошо. И они просто повторяют эти же ошибки. Они повторяют количество использования цвета, количество
контрастность уже, цвет бэкграунда, да. Из-за этого они просто повторяют, копируют ошибки других людей. Поэтому если вы собираете рефы для своего шотика, собирайте их с каких-то топовых ребят. Ориентируйтесь на топовых, тогда вы не будете совершать ошибки, не будете так много совершать ошибок. В принципе, топовые ребята тоже совершают ошибки. Например, в этом варианте, мне кажется, здесь не сильно контрастный дивайдер. Можно было чуть-чуть сделать контрастнее, было бы вообще шикардос. Но сам шот смотрится круто. Да? Минималистичное использование цвета, шикарное использование типографики. Все круто. Вот, да, может быть, по дивайдерам чуть-чуть больше контрастности, и было бы хорошо. Но, может быть, в дизайнах пробовал чуть больше контрастности, оно смотрелось шумно, поэтому он меньше. Но здесь прям, мне кажется, было бы хорошо чуть-чуть контраст добавить. Может, у меня еще такое отображение монитора, но прям хочется чуть контрастнее. Тот же самый момент и здесь, наверное. Вот, поэтому да, и топовые дизайнеры совершают какие-то ошибки, мы все люди, это нормально. Вот, но все-таки они совершают их как-то по минимуму, а иногда вообще не совершают, и поэтому лучше ориентироваться на каких-то топовых, смотреть работы топовых ребят и стараться повторить их размерность. Хорошая практика, многие дизайнеры скажут, это отрисовка чужих работ для того, чтобы набить руку, да, то есть вы когда отрисовываете, вы понимаете, какую размерность использовал дизайнер у заголовка, да, то есть вы отрисовываете и набиваете себе руку, понимая, что часто используют там заголовок 18 или там 24, да, и начертание там medium или semi-bold. Вы эту информацию запоминаете и в дальнейшем реализуете у себя на проектах. И это прям очень сильно помогает прокачиваться. Вообще по прокачке, как хорошо вообще тренировать свою визуальную насмотренность, это не просто смотреть работы, это стараться воплощать какую-то информацию с этих работ у себя на проектах. Например, когда вам нужно разработать какой-то функционал. Вы даже функционал, который вы до этого уже разрабатывали, не спешите его сразу же быстро рисовать. Идите, поищите воплощение этого функционала у других дизайнеров, на других платформах. Посмотрите, как он у них реализован. Таким образом и прокачивается насмотренность. Она прокачивается не просто тем, что вы смотрите там каждый день 15 минут дизайн. Нет. Она прокачивается именно тогда, когда вы юзаете какие-то паттерны, которые вы увидели, да, вам нужно придумать функционал там фильтраций, вы нашли несколько рефов перед тем, как рисовать эту фильтрацию, вы просмотрели несколько продуктов, на которых реализованы различные виды фильтраций, тогда вам отложилось это в голове, потому что если вы будете просто просматривать дрибл-шоты и там лайкать их, или добавлять себе высмеяно, это не сильно. Вы забудете про этот шот через там час, вот, либо через 2. Поэтому желательно прокачивать насмотренность уже в этапе там разработки своего проекта, да, либо если вы там делаете портфолио, да, если вы делаете какой-то функционал там для своего дашборда, для шота своего, просмотрите, соберите себя эти все рефы в одно какое-то место. Вообще классно делать какие-то папочки, коллекции. Я не знаю, многие ребята собирают, некоторые нет. Видите, как? Вы можете, кстати, посмотреть у топовых дизайнеров, кто какие коллекции собирает. Взять пример с них, да. То есть у вас вот шаблон, как делать. Я не знаю, роддизайн, наверное, не собирает. Скорее всего, тут именно дизайнеры собирают какие-то коллекции. А нет, есть, но, скорее всего, это какие-то старые прям работы. Мне очень нравится этот дизайнер. Интересно посмотреть, есть ли у него какие-то коллекции. Нет, у него нет коллекций. Но у него есть лайки. Это тоже один из таких моментов. Вы смотрите, что нравится топовым, вы можете найти для себя какого-то дополнительного дизайнера, которым будете вдохновляться, если там посмотрите, что он вообще лайкает, что ему нравится, да, а какие работы он считает крутыми. Это тоже играет роль. Вот, так вы можете найти какого-то интересного дизайнера. Что ж, по шотам. Я здесь набрасывала некий скетч.
Как вообще можно быстро набросать себе скетч? Если вы хотите там дополнить себе свое портфолио и вам нужно что-нибудь быстренько сделать, это всегда элементы интерфейса. Это прям я обожаю их делать. И как я зачастую делаю. Если у вас проблема с подбором цвета, то добро пожаловать в наш дрибл, наш брендинг отдел. Так, давайте найдем наш дрибл. И мы можем вдохновляться уже готовыми какими-то шотами, либо, чтобы сделать какой-то уникальный шот, мы вдохновляемся брендингом. Я очень люблю вдохновляться нашим брендингом. У нас классная бренд-команда, и у них офигенные зачастую цветовые сочетания используются. Вы можете не только нашим брендингом восхищаться, вы можете восхищаться и другим брендингом. Вот, вы можете восхищаться другими работами, да, но чтобы сделать что-то более интересное, более новое, классно ориентироваться зачастую вот именно на брендинг. То есть здесь вот тот скетч, который я набросала. Я, например, взяла себе просто фрейм, который есть. Он у меня был там какой-то сероватый. Давайте набросаем что-то. Он был у меня сероватый. Я попробовала взять этот брендинг. Думаю, хочу какой-то, не знаю, функционал по дашборду, да, сделать. Я люблю эти кирпичики, боксики. Основные, с ними проще всего работать. Я обычно просто так набрасываю. Обычно это 32 пикселя разделения, иногда может быть меньше. Иногда я уже использую какие-то боксы, которые есть, то есть именно размерность. У меня есть. И смотрю композиционно, чтобы оно хорошо у меня смотрелось. Ой, немножечко не то сделала. Так, горячие клавиши почему-то работают. Так, возьмем этот бокс. Возьмем один, возьмем второй. Давай 32 отступа. Дублируем. Все делаем по 32. Да. Выделяем, группируем, выравниваем. Так. И видим, например, я решила использовать этот розовый цвет, использовать белый, чтобы он был контрастным, использовать этот офигенный салатовый цвет. И для какого-то контраста использовать еще и черный, например, с другого шота брендинга. Да? То есть тут тоже есть некое сочетание салатового, тут, правда, фиолетового вместо розового, да, такое частое сочетание фиолетового и салатового, и сочетание черного. И посмотрю, что вот этот вот бэкграунд у меня, который я изначально, например, взяла с этого шота, он не контрастно смотрится, эти плашки плохо на него смотрятся, и я просто начинаю крутить. Зачастую шоты делают для немножко отвлечения, скажем так, и для прокачки каких-то навыков. Пробовать какой-то новый стиль, пробовать новую стилистику. Вот. И вот, в принципе, уходим немножко в серый цвет и уходим в оттеночный. Тогда получается прикольная какая-то композиция. Здесь у меня чуть более стопроцентный получался, да? Давайте его и возьмем. Ой, не так. Давайте, наверное, просто так вот возьмем. И вот у нас, в принципе, готов уже какой-то некий набросок. По таким карточкам, как зачастую работаем, у нас есть заголовок, у нас вообще есть строение этих карточек, да? У нас есть вверху заголовок, взаимодействие и контент. То есть верхняя часть и нижняя часть. Нижняя часть может меняться, как и верхняя. То есть взаимодействие у нас может меняться. То есть у нас вместо кнопки может там быть какой-то дропдаун. Либо может быть другой немножко вид кнопки, либо может быть просто какая-то дополнительная текстовка. То же самое и с заголовком. У нас может быть просто заголовок, у нас может быть заголовок с подзаголовком. Но структура у них одинаковая. То есть если мы просмотрим наши тоже шотики, то структура у них у всех тоже одинаковая. Заголовок, дополнительный контент. Заголовок, там взаимодействие, да, то есть либо текстовка какая-то, либо взаимодействие.
И везде у нас идет тут заголовок, да. У заголовка, у всех этих заголовков один и тот же размер, 32 пикселя. Он может быть чуть меньше, например, там 18 либо 24, тут 26, например. Да, и тут точно такая же последовательность. Заголовок с подзаголовком и иконкой, заголовок с подзаголовком и иконкой, да, и какое-то действие. То есть у них повторяющий паттерн, который дает какую-то системность этому дизайну. Из-за этого дизайн смотрится более, не знаю, системным, загруппированным, системным, да, системным. Я люблю слово системное. Вот. А именно контент снизу уже у вас может меняться. Это может быть какой-то график. Это может быть какой-то список, да. Это может быть, там, третья карточка может вообще отличаться у вас. Да, но две карточки, например, у вас могут быть максимально похожи структура. Да, то есть это верхний заголовок, это внизу некий контент. Верхний заголовок с действием, и внизу у вас контент. Вот. Зачастую так очень хорошо работает. Не то, что работает, оно становится более, как я уже сказала, консистентным, системным. И очень легко набрать такие вот карточки. Если вы набрасываете какой-то графичек, старайтесь делать его немножко уникальным, да, то есть тогда работа может хорошо залететь, потому что дизайнеры зачастую, когда заходят на Dribble, им хочется увидеть какой-то новый интересный контент, новые какие-то графики, новые реализации, и они ищут какой-то интересный контент, который могут потом воплотить у себя в дизайн-проектах. Поэтому старайтесь не использовать там такие вот шаблонные, где там они, вот такие вот простые какие-то графики, да. Старайтесь их как-то модернизировать, добавить каких-то элементов, усложнить, да. Графики, кстати, когда вы разрабатываете тематику, вы можете найти на каких-то реальных продуктах и попробовать их реализовать у себя в шоте. Это часто помогает. Вы смотрите на реальный какой-то график и стараетесь его реализовать у себя, только по-другому, да, вы делаете как некий редизайн графика, вот. Поэтому, когда вы делаете график, старайтесь сделать что-то уникальное, что-то интересное. Это прям поможет вашей работе выбиться. Вот. И зачастую вот какие есть моменты, чтобы что-то хорошо зашел, да. Это классное цветовое сочетание, необычное цветовое сочетание. Это какие-то классные функциональные элементы, да, когда у нас используются, например, те же графики у нас не сильно стандартные, да, какие-то более мы их дополнительно как-то допиливаем, дорабатываем, детализируем, да, и тогда на них становится более интересно смотреться, да. То есть этот график, он дополнительно еще добавляет какого-то веса шота, дополнительные элементы, которые усложняют этот шот. Дополнительные элементы, которые усложняют этот шот и добавляют ему какого-то интересного эффекта. Поэтому здесь, например, тоже можно добавить какой-то интересный график. Но, например, верхняя структура у нас может быть одинаковая. То есть это будет какая-то текстовка. Так, прошу прощения. Это может быть какая-то текстовка. По отступам здесь можно спокойно делать 40, карточки довольно-таки большие, и по 40 отступ будет отлично смотреться. Какая-то текстовка и какой-то дополнительный, например, функционал. Да, мы пока сделаем такой беленькую такую плашку, которая будет хорошо контрастно смотреться на этом зелененьком. Можно сделать вкрапление черного, цвета, да, как, например, в этом примере. Скетч, который я набрасывала, делаем вкрапление, но он неплохо смотрится. Не уверена по поводу вот этой вот активности, да, выделения. Оно смотрится, возможно, слишком много черного, да, тут, возможно, еще чуть-чуть поработать, может быть, даже еще график доработать, но уже есть какая-то структура, по которой можно в дальнейшем потихоньку его дорабатывать. Так вот, и в принципе у нас все эти плашечки, они будут иметь одну и ту же структуру. Да, заголовок, дополнительный какой-то элементик. И так по каждому графику.
Просто где-то у вас будет, например, вместо заголовка у вас будет, например, какая-то плашечка информационная, да, или там текстовка информационная. И таким образом будет немножко разбавляться контент. Где-то вместо взаимодействия у вас будет просто там дополнительный там переход. Ну да, это тоже взаимодействие, боже мой. Будет кнопка, здесь у вас, например, будет дропдаун, здесь у вас будет ссылочная кнопка вторичная. То есть здесь мы акцентируем больше внимания, потому что там приоритетно, там, что нажали и перешли, да. То есть добавляем какого-то веса. А здесь может быть какой-то вторичный там функционал. То есть там можно дополнительно еще играться. Например, здесь можно попробовать не использовать ту круглую кнопочку, да, попробовать, может быть, использовать просто там иконочку, на которой вы хотите акцентировать внимание, что-то запись. По контенту в шоту я зачастую просто набрасываю, потом подстраиваю контент. Не у всех ребят так получается. Некоторым нужно изначально найти какой-то контент, найти какой-то, например, продукт, с которых они там, например, могут брать контент, могут брать идею, могут брать осмысленный дизайн, да. То есть, когда я набрасываю шоты, иногда я просто набрасываю, а иногда я беру какой-то готовый, например, продукт и в рамках этого продукта создаю шот, да. Зараз я просто набрасываю. Вы можете, если вам тяжело просто набрасывать, вы можете найти какой-то реальный продукт, например, там, не знаю, ClickUp, Notion, Slack, да, и попробовать сделать там функционал под этот продукт или под какую-то определенную тематику, например, финансовую, да, там, финансовую тематику, то есть трата денег, переводы и тому подобное. Выбрать для себя какую-то тематику и по этой тематике потихонечку набрасывать шотик. В принципе, такие UI-элементы можно подбить под любую тематику. Да, это обычный список, либо это какие-то, боже мой, траты. Я забыла, как называется это слово. Боже, да. Это может быть, например, список дизайнеров, это может быть список проектов, если это какой-то шот по, например, по тематике там кликапа, да, там по задачам. Да, то есть это может быть по проектам, либо там таски, список, а здесь время провождения дизайнера на проекте или статистика там сделанных тасков. Здесь может быть какой-то митинг можно сделать, либо дополнительную статистику по завершенным проектам. Здесь может быть, например, какой-то баннер, который говорит, что вот вам, если вы хотите больше функций, вы можете перейти там на апгрейднуться, да, на про-версию. Вот, здесь баннер не доработан, тут можно доработать его именно по текстовке. Но, например, по структуре он может быть таким же. Либо вообще можно попробовать его сделать каким-то вот центральным, да, тоже зайдет под такую структуру отлично. То есть там это может быть баннер с какой-то текстовкой, с кнопкой, например, вместо перелистывания, да, и какой-то дополнительный паттерн можно сюда добавить, и будет вообще шикарно смотреться. Вот, поэтому я бы предложила вам попробовать набросать что-то такое. Да, может быть, взять за основу вот этот вот шотик, который я набрасывала, попробовать его допилить графику, допилить список, допилить этот баннер, да, то есть у вас будет одна карточка, это список некий по вашей тематике, вторая это статистика, третья тоже статистика, четвертая это баннерок, который там говорит апгрейднуться там на план выше. Постараться, например, допилить свои тематики. Вы можете скинуть в коммент на YouTube свой шот. И если соберется несколько шотов, то я сделаю небольшой видео-фидбэк по вашим шотам. Скажу, что можно в этих шотах улучшить. Например, в ваших работах, что можно улучшить, либо в какое направление вы можете дальше двигаться, чтобы улучшить ваш шот. Какие, возможно, ошибки были сделаны при разработке, при проектировании, да, этого шота. Вот, в принципе, это, наверное, на сегодня все.
Если вы хотите и дальше увидеть какой-то дополнительный разбор по шотам или по тому, как правильно делать шот, то оставьте коммент, пожалуйста, у нас в Ютубе. Скажите вообще, что бы вы хотели, какую тематику вы бы хотели разобрать, или что бы вам было интересно услышать на наших видосиках. На этом у меня, наверное, сегодня будет все. И буду ждать ваши наработки в комментах. И хорошего вам вечера. Всем спасибо большое за внимание. И до скорой встречи. Пока-пока.